Всем привет, друзья! Курс огневой подготовки. Сегодня я представлю вам видео использования прицела ПСО-1 на автомате АК-74М. У меня ПСО-1М2. Более подробно позднее на нем остановлюсь. Цель видео — произвести выверку прицела ПСО на АК-74М на 100 метров и проверить, совпадут ли штатные углы прицеливания, заданные для ПСО, для стрельбы на АК-74. Прицел ПСО-1М2. Как вы просили, друзья, честно говоря, меня иногда пугают некоторые комментарии, когда к этому прицелу относятся как к чему-то особенному. Если взять его характеристики, типичные характеристики для оптического прицела — это 4 на 24. 4 это его кратность, 24 это светосила. Светосила просто на грани. Этот прицел по своим характеристикам никак не входит ни в какое сравнение с современными оптическими прицелами. Да, он надежен, да, он прост, но даже в Советском Союзе в 80-х годах в начале пытались заменить его на панкратический прицел. Все специалисты помнят эту историю, но, увы, развал Советского Союза не дал возможность перейти на другие прицелы, более качественные. По характеристикам, по оптическим, этот прицел сейчас можно сравнить с прицелами для детских воздушек. Я ни в коем случае не умаляю его качество, но это действительно так. Любые охотничьи прицелы, загонники, либо прицелы с большей светосилой, их невозможно сравнить с ПСО. Просто невозможно. Извините, друзья, это моя точка зрения. У меня в руках ПСО-1М2. Кратность 4, угол поля зрения 6. В алюминиевом корпусе. Выходной зрачок 68 сантиметров. То, что касается его использования на СВД и на АК. Я с этим вопросом столкнулся еще тогда, когда я учился. Всегда было интересно поставить ПСО на АК-74Н и посмотреть, куда он стреляет. Первый недостаток — прицел рассчитан под длину приклада СВД, СВДС. С учетом выходного зрачка 68 сантиметров, если я его поставлю сейчас на АК, стрелять будет неудобно. На приклад нужно ставить какой-то затылок дополнительный, резиновый амортизатор, калошу, чтобы нормально приложиться и нормально смотреть прицел. Есть модификация прицел ПСО-1У, его можно использовать на автомате. Этот прицел использовать тяжело. Я сегодня буду стрелять со своего, опять же, прицелочного станка. У меня здесь приклад удлинен вот таким деревянным основанием, поэтому мне легко будет с него стрелять. Стрелять с неустойчивых положений, стоя и с колени, с него некомфортно. Но многие охотники ставят его на свои сайги и довольно эффективно используют. Особенностью ПСО является механизм введения боковых поправок и установки вертикальных поправок. Если в большинстве охотничьих прицелов, загонников нет механизма внесения боковых поправок, в более профессиональных прицелах есть механизм, но там он имеет определенный угол, точно так же, как здесь барабанчик боковых поправок. Здесь одно деление равно 1/1000. Два щелчка, и основной угольник прицельного марка сдвигается вправо-лево на 1/1000. Что касается верхнего, один щелчок, 2, 3 до третьего прицела. Далее по 2 щелчка на все остальные до 10-го. И обратите внимание, углы разные. Это углы, предназначенные для стрельбы снайперской винтовки Драгунова пулей массой 9,6 грамм с начальной скоростью 830 метров в секунду. Отталкивается эта шкала от основной таблицы и от таблицы средних превышений. В чем примечательно это? Если вы возьмете таблицу средних превышений АК-74 и таблицу средних превышений СВД, вы увидите большое сходство. Некоторые цифры меняются только на 1 сантиметр. Прицел 3, основные прицел 4. Это дает возможность
более эффективно использовать прицел ПСО на автоматах АК-74М. Сегодня мы проверим, насколько углы будут соответствовать. Для того, чтобы установить прицел, открываю фиксатор. Здесь гайка слегка ослабляется. Знаете, да, наверное? Нажимается эта пластина, и вот эта гайка, она проворачивается, делая крепление более жестким. Со стороны ствола устанавливаем прицел и замыкаем его. Итак, начинаем с выверки. Выверку делаю по охотничьи, по граждански. Друзья, вы неоднократно от меня слышали это выражение: военная пристрелка, гражданская пристрелка. Материал я планирую сделать этот с гражданским карабином. Пока у меня нет возможности, друзья, у меня далеко мой гражданский карабин, и один, и другой, и третий. Поэтому сейчас я просто поясню, намотайте себе на ус, но не воспринимайте это как материал. Я все равно буду подводить ее именно к военной пристрелке. Чем отличается гражданская и военная пристрелка, я тоже неоднократно пояснял. Гражданскому стрелку, спортсмену, охотнику нужно минимальное поражаемое пространство на дистанциях до 200 метров для надежного поражения животного, для надежного поражения мишени какой-то спортивной. Военная пристрелка подразумевает поражение цели грудной фигуры на расстояниях до 400 метров рубежа открытия огня и стрелкового оружия. Именно на это я сегодня буду готовить и АК, и ПСО. Поэтому я устанавливаю прицел 1. Прицел 1 на прицельной планке АК. И прицел 1 я буду устанавливать после выверки. Выверку я приведу опять же в 1. Есть особенность: высота прицельной линии открытых прицельных приспособлений и оптической линии прицела у АК и у СВД разные, но в рамках допустимых отклонений, даже с оптикой 3 сантиметра. Здесь сейчас у нас разница в 1,5 сантиметра вверх и влево. Итак, выверяемся. Выводим механический прицел в нижний край проверочной мишени. И опять же, друзья, я вынужден буду снять крышку ствольной коробки. Как это не печально говорить, прицел имеет значительный угол наклона. Я от него ничего не добьюсь. Обратите внимание, вот полоска. Царапина о корпус прицела. Я не могу сейчас пилить прицел и гнуть крышку ствольной коробки. Поэтому для того, чтобы все у меня сегодня получилось, я сделаю вот так. Еще раз проверяю выверку механики и начинаю подводить прицельную марку вращением барабанчиков. Слегка грубовато, но все же. Выверка она первична. Подвожу в нижний край цели. Выверку закончил. Сейчас проверим ее стрельбой, проверим бой АК-74М с ПСО. Уже дальнейшая корректировка будет вестись от средней точки попадания. Подгибаю на 13 сантиметров. В принципе, не принципиально, углы будем замерять уже от результата.
Вот точка прицеливания. Стреляем. Друзья, обращаю внимание, вот таким должен быть приклад, чтобы мне комфортно было стрелять с ПСО. Если бы я упирал плечо вот сюда, в затылок приклада, было бы не очень удобно. Вроде ничего не расшаталось, не раскрутилось. Пойдем посмотрим. Ну, настрелял. Друзья, по горизонту попал четко. Даже пока не буду корректировать. Стрелял, пофилонил меня, конечно. Сейчас попробую лучшую точку прицеливания выбрать. Но мне нужно поднять на 15 сантиметров. Сейчас вносим коррективы и пробуем еще раз. Так как я стреляю с первого прицела и выверяю на первый прицел, точка прицеливания будет являться контрольной точкой. Вот сюда мне нужно попасть. Как мне внести корректировку, сдвинуть СТП вверх именно на 15 сантиметров? Я раскручиваю вот эти два винта. Воспользуюсь заодно возможностью установить. У меня верхняя шкала теперь не зафиксирована. Я могу ее повернуть как раз на установку первого прицела. Вот таким образом. Оп. Без смещения СТП. Теперь вот здесь вот такие вот красненькие маленькие риски. Один шаг этого деления 0,5 тысячных, то есть 5 сантиметров. По стрелочке СТП вверх я поворачиваю раз, два и три риски. Опять проверяю. Установлена здесь у меня цифра 1 и закручиваю винты. Так как я удачно попал по горизонту, то же самое, друзья, я сделаю и по боковому направлению. Я раскручу два винта. Без смещения я ставлю 0 на боковому направлению. Если немножко ошибусь, мы потом это поправим. Фиксирую. Все готово. 0, 1. Стреляем. Надо будет еще поднять. Вижу группу. В принципе, вот он результат, друзья. Раз, два, три, четыре. Все-таки, боюсь, я сдвинул маховичок. Но за 3 сантиметра не уходит. Как бы не критично. Даже 2 сантиметра ушло. Вниз ушло на 1,5 сантиметра. Но дело в том, друзья, что прицел стоит на 1,5 сантиметра выше.
И мне, чтобы продемонстрировать вам результат по всем углам, хотелось бы еще поднять. Опять же, минус прицела ПСО, вообще как оптического прицела. Многие знают, что корректировка прицельной марки на современных прицелах это 0,5 угловой минуты. То есть, представьте, это 1,5 сантиметра. ПСО возможно корректировать только на 5 сантиметров, 0,5 тысячных. Это вам еще одно подтверждение того, что прицел ПСО это убогий прицел, друзья. И не зря его в Советском Союзе хотели заменить. Даже с этим результатом, в принципе, отклонение оно в рамках допустимых 3 сантиметров. Вот здесь я вам покажу сейчас, все отмечено, пострелять с прицела 1, 3, 4 и 5. И посмотрим среднюю точку попадания, будут ли соответствовать углы прицеливания. Если сейчас точка попадания при стрельбе из АК-74М прицелом ПСО будут находиться вот здесь, в контрольных точках, то, друзья, прицел ПСО я смогу использовать на дальностях действительного огня из АК-74, используя таблицы стрельбы АК-74. Но сейчас мы с вами это проверим. 7,6, 3,4 грамма. Начальная скорость 900 метров в секунду. Друзья, опять же, об охотничьей пристрелке. То есть, если бы это был охотничий карабин, сайга вот это, если бы была, увы, это не сайга, к сожалению, да? Если бы я приводил на него, выверял, приводил к нормальному бою ПСО, я привел бы их точно так же в единицу. И мне для охоты, и где-то может, ну для спорта, понятное дело, никто его не возьмет с собой, для охоты было бы достаточно. Я бы дополнительно прострелял второй прицел, угол возвышения, который бы позволил мне добывать крупнорогатого, мелкокосматого зверя на 200 метров. Высота траектории была бы у меня около даже 5-7 сантиметров, что позволило бы мне надежно поражать цель. Вот в этом и отличие гражданской пристрелки. Сейчас 4 патрона, прицел 1. Поехали. Крайняя левая на отдельном щите. Прицел 2. Прошу прощения, прицел 3. Точку прицеливания не меняю. Меняю только угол. Ставлю прицел 4. Ставлю прицел 5, 2 щелчка.
Вот такой вот результат, друзья. Сейчас оформим и проанализируем. Итак, прицел 1. Сомнений нет. Пули, к сожалению, пошли влево. Как вот здесь СТП влево ушла, надо было все-таки корректировать. Пули все пошли, СТП все ушло влево. Итак, то, что касается первого прицела, все идеально. Второй прицел оторвался на 1 сантиметр. Вернее, третий прицел, трешка, на 1 сантиметр. Четвертый прицел в рамках 5 сантиметров сочту как допустимый. И пятый прицел идеально на линии. Немножко ушло влево, сейчас подкорректирую. Итак, друзья, вывод. В принципе, мои догадки подтвердились. Таблицы стрельбы схожи, и средняя точка попадания, она отклоняется минимально. Действительно, прицельные углы ПСО, они очень близки к прицельным углам АК-74. По горизонту я внизу корректировку смещу СТП вправо на 5 сантиметров. Теперь, друзья, главная проверка. Гонг на расстоянии 550 метрах. Прицел ставлю 5,5. И, друзья, смотрим. Чуть-чуть. Разлет сумасшедший, конечно. Да что ж ты будешь делать, а? Чуть-чуть. Есть попадание. Обалдеть. Цель находится явно дальше 550 метров, явно дальше. Рядышком. Судя по углу, 550-600 метров, где-то так. Так, друзья, подведем итог. Раз я ее все-таки достал, теперь вы знаете, насколько важно измерение дальности. К сожалению, у меня нет ни лазерного дальномера, а тысячная на такую малую угловую величину дает не очень корректный результат. По углу у меня получилось, что цель на 550 метрах, однако точку прицеливания мне пришлось поднять чуть выше, для того, чтобы в нее попасть и отстрелять. Однако не рассчитал уже ужасный разогрев ствола, спешу, надо было дать автомату остыть, чтобы он немножко покорректнее стрелял. Ну, это я отмазываюсь, это мои ошибки, это мой первый опыт. Но вы были свидетелями, то, что возможность использовать ПСО на АК есть. И даже поражать цели до 500 метров на рубеже открытия огня из стрелкового оружия. Фотографии вооруженных конфликтов Афганистана, Чечни этому подтверждение. Военнослужащие эффективно приводили к бою прицел ПСО-1, выверяли его на автоматах и использовали. Углы прицеливания, которые задает верхний барабанчик, они практически идентичны углам прицеливания АК-74. Единственный минус, еще раз повторю, я вам не показывал, как стрелять с неустойчивых положений, стоя с колена. Друзья, поверьте мне, это неудобно. То есть, уперев приклад в плечо, мне необходимо голову подавать назад, чтобы эти 68 мм выходного трачка поймать. Стрелять на самом деле очень неудобно. Однако с прицельного станка есть возможность. Для того, чтобы использовать на гражданских карабинах, вам необходимо будет поставить сюда увеличенный затылок. Итак, друзья, это был курс огневой подготовки. Это был АК-74М, прицел ПСО-1М2.
Учим отчасть, учим основы и правила стрельбы. Всем добра.